Добрый день, меня зовут Татьяна. Я координирую работу медицинского агентства Медию. В этом видео мы расскажем вам о наших партнерах клинике пластической хирургии View. Главным приоритетом клиники является безопасность пациента. Вот уже на протяжении 17 лет, что работает клиника, у них не было ни одного несчастного случая. Мы решили выйти за рамки обычных обзоров клиник и сделать небольшой фильм-интервью с основателем клиники доктором Чой Суну. Мы узнаем, каково это быть владельцем одной из самых успешных клиник пластической хирургии в Южной Корее, а также быть владельцем 19-этажного здания на одной из самых главных улиц района Кангнам в городе Сеуле. Кроме того, мы спросим доктора о его ценностях жизни, о том, чем он занимается в свободное от работы время, как его деятельность меняет жизнь людей в лучшую сторону. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 저는 강남에서 Здравствуйте, меня зовут Чой Суну. Я являюсь основателем и главным доктором клиники View. Когда я поступил в медицинский институт, для меня были открыты многие направления. Я хотел стать хорошим врачом и развиваться в сфере медицины. Во многих случаях врач становится известным врачом в зависимости от его должности. Проще говоря, врач в больших больницах – это известный врач. Поэтому, как ни странно, его репутация не тесно связана с его личным профессионализмом. Если врач является профессором в большой больнице, он автоматически становится известным врачом. Это связано с тем, что с таким званием он может принимать много пациентов. Но пластическая хирургия, она особенная. Потому что здесь сами пациенты могут оценить результат операции. Кроме того, работу оценивают его близкие и коллеги. Поэтому репутация пластического хирурга не зависит от внешних факторов. Все зависит лично от самого хирурга. Если результат операции будет хорошим, то врач может стать известным врачом. Если многие пациенты будут довольны операцией, то ко мне будут обращаться все больше людей. Благодаря этому я могу стать известным врачом и поднять свою репутацию. Поэтому я выбрал именно пластическую хирургию. Когда клиника только открылась, я проводил все виды операций, начиная от лазерного удаления родинок и контурной пластики лица. Конечно, это хорошо, когда врач может проводить все операции на высшем уровне. Но я считаю, когда врач становится узкопрофильным, это намного лучше для пациента. Также с ростом количества пациентов я не успевал проводить все операции. С приходом других врачей в клинику мне нужно было выбрать одно направление. Я долго думал об этом. Я всегда хорошо проводил мамопластику. Пациенты оставались довольными, и я мог спокойно провести операцию за 40 минут. Поэтому я выбрал мамопластику. Все врачи-основатели частных клиник, не только пластической хирургии, но и других направлений, хотят за короткое время увеличить клинику, поднять ее имидж и стать руководителем большой клиники. Многие врачи, включая меня, мечтают об этом. Чтобы достичь этой цели, многие начинают с массовой рекламы. Но здесь возникают проблемы. Реклама и созданный имидж клиники вначале привлекают много пациентов. Однако клиники не оснащены нужным персоналом и нет структуры. Одним словом, клиника растет, но она не готова к потоку пациентов. Поэтому больше половины больших клиник в Сеуле, которые были открыты в начале 2010 года, сейчас закрылись. Главной причиной этому, на мой взгляд, как раз и является большой поток пациентов в неготовые клиники, что привело к различным проблемам. Но моя политика была другой. Вместо того, чтобы тратить большие средства на рекламу, клиника View сосредоточилась на индивидуальной заботе о каждом пациенте. Поэтому вначале клиника развивалась медленно. Были дни, когда в клинике не было ни одного пациента. Но благодаря каждому пациенту, который рассказывал о нашей клинике, поток пациентов постепенно увеличился, и клиника развивалась стабильно. Благодаря этому сотрудники клиники могли с уверенностью работать со мной на протяжении долгого времени. Поэтому развитие клиники тесно связано с моей целью. Индивидуальная забота о пациентах, удовлетворение их нужд, воплощение их мечты, решение их проблем стало главной целью и политикой для нашей клиники.
Несмотря на то, что данный метод занимает больше времени и усердия, я считаю, что именно этот метод позволяет добиться стабильного роста клиники. В южной части района, где мы находимся, есть станция метро Кангнам. 17 лет назад я открыл там одноэтажную клинику площадью 230 квадратных метров. В то время я думал, что клиника слишком большая, потому что были пространства и комнаты, которые были пустыми. Но сейчас клиника View размещается на 19 этажах. Если честно, я никогда не мечтал об этом. Поэтому я точно не могу сказать, что будет в будущем. Конечно, если есть цель, вы можете усердно работать для ее достижения. Но есть и другой вариант. Если каждый день работать честно и усердно, наша цель и мечта может превзойти все наши ожидания. Каждый пациент и гость в нашей клинике является очень ценным и важным человеком для меня. При возникновении проблем между пациентом и клиникой я никогда не перекладывал ответственность, а сам лично пытался решить проблему, заботясь о пациенте всей душой. Это стало примером для сотрудников и других врачей клиники. Поэтому со временем в нашей клинике остались только те сотрудники и врачи, которые уважают и дорожат пациентами. Наверное, это и стало особенной культурой клиники. Данная атмосфера помогает пациентам спокойно перенести операцию. У меня есть знакомый пастор, который сообщил мне о пасторе в Индии. Он получил ожог всего тела в результате взрыва дома. У него были сильные ожоги, и особенно пострадала область рук. Они были скрученными, и он даже не мог ими двигать. Поэтому мы привезли его в Корею и отправили на лечение в больницу по пластике рук, так как наша клиника не проводит операции на руках. Мы полностью оплатили его пребывание и операцию, и он вернулся к себе на родину. После этого он стал очень влиятельным в своем городе. До операции все люди говорили, что он проклят, говорили о нем плохо, наговаривали, что это конец его жизни. Но это отношение к нему полностью изменилось после успешной операции в Корее. Многие люди начали хвалить Корею, и он стал знаменитостью. Люди стали посещать его, но для этого не было помещения. Поэтому мы решили открыть учебное заведение, открыли церковь. Это помещение стало местом для обучения и собраний. В этом заведении стали обучать различным мастерствам, например, как работать швейной машинкой. В данном районе не было нормальной работы, и, как вы знаете, из-за социальной системы каст многие люди жили без всякой надежды на будущее. Но благодаря профессиональному обучению у них появилась возможность улучшить качество жизни. Открыв школу в 2 местах, мы хотели помочь людям и подарить им надежду на лучшую жизнь. В интервью мы задали доктору вопрос об его участии в шоу Let Me In. Хотелось бы об этом рассказать подробнее. Дело в том, что шоу Let Me In – это специальное шоу, которое рассказывало про возможности пластической хирургии в Южной Корее. В этом шоу участвовали самые знаменитые пластические хирурги. Они давали возможность сделать операцию бесплатно тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, чья незаурядная внешность сделала изгоями общества. Они не могли встречаться с людьми, они не могли устроиться на работу. У них были психологические проблемы из-за того, как они выглядят. И выпуск программы, в котором участвовал доктор Чой, был очень интересным, потому что одну заявку на 2 подали брат и сестра. Их проблемой была выступающая нижняя челюсть. Но дело в том, что по заявке мог пройти только 1 человек, и младший брат уступил свое место сестре. И впоследствии, когда сестру выбрали для того, чтобы сделать операцию, впрочем, не буду раскрывать интригу, посмотрите сами. Стоит сказать, что стоимость операции, которую получила девушка, в комплексе стоит около $40 000 США. 나 돈 많이 벌어서 입수는 시켜줄게. 살짝
개슴살이 뜨는 게 있어서 눈을 약간 크게 뜨는 수술, 미간을 좀 줄이는 수술, 앞트임 수술, 그다음에 이마랑 코랑 라인을 맞추기 위해서 상당히 노력을 많이 했습니다. У брата и сестры были выступающие нижние челюсти. Они оба были очень добрыми и хорошими людьми. Но лично мне брат показался более позитивным. Он уступил сестре шанс на операцию. Поэтому операцию предоставили только сестре. Такая ситуация была очень печальная для меня. Поэтому я сказал режиссерам программы о своем желании провести ему операцию. И они согласились. И в итоге Кван Мин тоже получил шанс на операцию. Он очень хороший и добрый человек, который заботится о своей семье. 지혜 씨 예뻐졌잖아요. 그죠? 그래서 광민 씨에게 어머! 설마. 수술을 지원해드리겠습니다. 지원해드리겠습니다. Сейчас они живут счастливо. Да, конечно, они приходят к нам иногда для осмотра. Когда мы можем помочь чем-то другим людям, это очень большое счастье. Если у вас есть возможность помочь хотя бы в маленьком, почему бы нет? 자체 너무 좋고요. 마음도 많이 가벼워졌고. 할게. 하나, 둘. 저는 이제 취미가 У меня нет хобби. Обычно я слушаю музыку, смотрю YouTube. У меня очень занятый день. Больница требует большого внимания. Поэтому в свободное время я отдыхаю и восстанавливаю энергию. Я не пью и не курю. Я живу вот такой неинтересной жизнью. 제가 가장 중요시 여기는 건 세 가지는 이제 가족. Самое главное для меня. Первое – это моя семья. У меня 3 детей. Всегда моя семья стоит для меня на первом месте. Второе – это клиника. Здесь работает много сотрудников, которые зависят от ее благополучия. Поэтому на мне лежит большая ответственность. Третье и последнее – это церковь. Вот это 3 самые главные вещи для меня. 성형외과가 매력이 있는 과예요. Пластическая хирургия – это привлекательное направление. Конечно, это сложно, но интересно. Если мои дети захотят пойти по моим стопам, я буду рад. Но я хочу им сказать, что в Корее высокая конкуренция, поэтому они должны быть готовы преодолеть этот стресс. Высокая конкуренция в Корее дала возможность развитию пластической хирургии, и в итоге она стала известна во всем мире. Поэтому если мои дети будут нацелены именно на весь мир, то они будут довольны своим выбором. Есть много стран, которые хотят научиться у наших врачей пластической хирургии. И я думаю, мы вполне сможем помочь им в этом. Это тоже является плюсом пластической хирургии. Конечно, есть много также других направлений, которые пользуются спросом за границей. Но обычно их цель – это привлечение внешних пациентов. Пластическая хирургия в этом отличается. Мы должны усердно работать каждый день. Благодаря своим навыкам я могу внести вклад в развитие экономики страны. С ростом иностранных пациентов в Корее увеличивается количество иностранной валюты. И это напрямую помогает росту экономики Кореи. Также я хочу расширить диапазон нашей клиники и развивать сотрудничество с медицинским персоналом других стран, обучая новым техникам пластической хирургии. Самое сложное в начале это было отсутствие пациентов. Многие успокаивали меня, что по сравнению с другими клиниками у меня было много пациентов, но все равно мне было сложно. Также мне было сложно встретить хороших сотрудников. Многие хотят работать в больших клиниках, где все уже есть и все работает. Мало кто хочет работать в маленькой клинике, где все нужно начинать с нуля. У нас есть сотрудники, которые пришли в клинику молодыми и сейчас уже стали родителями. У нас много сотрудников, с которыми я работаю уже 10-15 лет. Они являются богатством нашей клиники. Спасибо, что посмотрели наше видео до конца. С вами была Татьяна из медицинского агентства Mediu. Мы занимаемся организацией лечения, диагностики и пластической хирургии в Южной Корее, а также повышением квалификации врачей.
Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать запрос в какой-то из клиник, просто напишите нам. Наши контактные данные всегда есть в описании к видео. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайки и увидимся в следующем видео.